Привет, ребята. К сожалению, очень долго болел, поэтому не было никакой возможности куда-то съездить, чтобы что-то отснять, чтобы что-то показать. За это время единственное, что могу сказать, произошло, сделали презентационный ролик. Правда, писали его тоже с температурой, поэтому, к сожалению, ничего яркого не получилось. Получается, что я гражданин Украины и примерно на 130-140 граммов белорус. Вот. Потому что в Украине трансплантации сердца не делают уже много лет. Надо было просто найти время и мне ей собрать нужное количество денег. Мы нашли, я не знаю, я, наверное, перелопатил весь Google, нашел все, что возможно и невозможно в Румынии интересное. Хотелось бы снять, конечно, что-то на баскетбольной площадке, что-то на велосипеде, на улице, но я надеюсь, это сделаю чуть позже. Идея в том, чтобы снять документальный фильм на тему трансплантации, но об этом, наверное, как-то в другой раз расскажу. Вот, сейчас в Украине трансплантология, в принципе, тема довольно популярная. На этом фоне нашел много интересных роликов со страшилками. Ну, как интересных. Вот, смотрите, например. Вот это знатная видяшка. Все, ну, в принципе, все видео так и снято. Ну, как бы я тоже так могу. Нас прислали на Донбасс как бригаду. Ну да ладно. Сначала он рассказывает о том, кто он, значит, что он студент, как он приехал. Можете посмотреть, я, может быть, даже оригинальную ссылку оставлю в описании. Ну, это особо ничего интересного. Вот. Ну и, значит, начинается у них с Одессы. We left Kiev in the evening, and by the night we were already in Odessa. Ну, самое главное, я уже, наверное, буду рассматривать то, как они поехали на Донбасс. Тела, которым... Ага. Ему доставляли тела, которым прострелили голову. Сразу могу сказать, что такие органы никому не нужны в принципе, потому что процессы разложения в этих телах уже давно сделали свое дело. Вот. Даже правильно забранное сердце, со всеми сделанными анализами, со всеми процедурами при правильной температуре хранения от момента забора у донора до момента имплантации и запуска в организме реципиента может пройти максимум 4 часа. Если не укладывается в этот срок, орган можно выбрасывать, он просто уже непригоден для трансплантации. Теперь немного о том, куда их девать. Да, для того, чтобы орган подошел реципиенту, нужно как минимум совместимая группа крови, доплерографию, ангиографию, анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты, инфекции и другие, кросс-матч-тест нужен обязательно. В общем, уйму анализов нужно сделать и, соответственно, получить уйму совпадений для того, чтобы можно было делать трансплантацию. Для совместимости нужен не только орган, для почки, например, нужен кусочек маленькой селезенки, чтобы провести кросс-матч-тест. То есть просто так возить не получится. Если кросс-матч-тест покажет несовпадение, то, соответственно, это будет гарантия того, что у человека сразу же после имплантации органа будет острое отторжение. То есть операция будет бессмысленной. Так, также нужно HLA-типирование, это чтобы было совпадение по набору антигенов у донора и реципиента, также это чтобы не было отторжения. И это все, кстати, достаточно специфичные анализы, и делаются они не на коленке и не за 15 минут. Для сердца нужно, чтобы еще совпали размеры тела, там это площадь поверхности тела, рост, вес вот, донора и реципиента. И немаловажно то, что сам орган должен быть здоров, что тоже далеко не всегда так. Тут совсем удобно, ребята. Лаборатория по пересадке органов. Люди ходят по доскам с грязной водой внизу. В подвале жилого дома. Это вообще фантастика. Одно из основных условий для трансплантации – это стерильность. Потому что, как я говорил, люди первое время принимают очень много иммуносупрессивных препаратов, то есть иммунитета практически нет. Любая простуда,
Воспаление легких это крайне тяжелое заболевание, его можно не вылечить даже в реанимации, если сразу же человек попадает, то есть иммунитета действительно нет. И тут говорят, что люди ходят по доскам на деревянных столах, забирают органы. Молодцы. Вот. Как у них там, какой банк живых органов, учитывая, сколько они хранятся, такое понятие, в принципе, отсутствует, это невозможно. Зачищали поле боя. Как я уже говорил, вот эти вот все с лежащих мертвых людей органы, они никому не нужны, они непригодны для трансплантации. По транспортировке органов, я сразу могу сказать, что хранятся не очень недолго и вообще очень плохо транспортируются. Вот, поэтому это тоже бред. Ага. Здесь еще так интересно исказили голос, мне кажется, в основном для того, чтобы не выдать харьковский акцент какой-то, наверное, да. Или любой другой акцент русскоговорящего человека. Возникла нужда в трансплантации органа, у вас достаточно денег для того, чтобы это сделать. Такой вариант вы рассматривать не будете, как только поговорите с специалистами, потому что есть страны, в которых можно сделать трансплантацию органа официально, в нормальных условиях, вам подберут нормально пару, сделают все анализы и послеоперационный период будут наблюдать. То есть это послеоперационный период, я по себе знаю, не менее важен, чем правильность самой операции, потому что первое время, допустим, ко мне, я 4-5 дней был в стерильном боксе в реанимации в Минске, потом, когда меня перевели в палату, это тоже не была общая палата. Это был как крыло здания, этаж в крыле здания, в котором были только люди после трансплантации сердца. Туда не пускали родственников, например, да, или там только через какое-то время на них надевали маску, бахилы, шапки, халаты, чтобы максимально обезопасить от инфекции, только тогда с ними на расстоянии как-то можно было поговорить. Все, на самом деле очень серьезно. Вот. И это не просто так. После пересадки иммунитета можно сказать нет, я знаю это по себе. Вот. Любое практически заболевание, которое самое простое для человека без трансплантации, может стать фатальным. Вот. Особенно в первое время это крайне опасно. Для примера бессмысленности затеи могу сказать, что несколько месяцев назад был трупный донор в Запорожье. Забрали у него 2 почки успешно, провели беседу с родственниками, получили согласие. В общем, все как и должно быть. Проверили на вирусы. Смысл в чем? Что забрали у пациента только почки. Ни сердце, ни печень, ничего больше не забрали, потому что их просто некуда девать. Нет базы реципиентов, нет листа ожидания, как это правильно называется. Что в листе ожидания должно быть достаточно человек, чтобы можно было подобрать правильно пару донор-реципиент. Вот, у нас его нет вообще, поэтому пытаться где-то еще на черном рынке, для черного рынка какие-то собирать органы, если у нас в белую некуда их девать, это просто смешно. Еще немаловажный момент в том, кто должен осуществлять операцию. Вот как там описано, какие-то студенты не могут этого сделать. И в этом участвует достаточно много людей, на самом деле несколько десятков человек в этом участвуют. Нужна большая база потенциальных реципиентов вот этих вот типа богатых людей. Вот. Хотя эти богатые люди, как я уже и говорил, могут поехать в другую страну и пересадить там орган абсолютно легально. Видео исключительно бредовое, его авторы, я уверен, об этом сами знают, потому что иначе как специально снять такой бред просто невозможно. Вот. Больше комментировать нечего. Бред.